Итак, в предыдущей серии мы сделали короб из металла, к которому должен прилегать декоративный порог. Он, в свою очередь, пока что выполнен из пеноплекса. Мы накидали на него шпатлевки и вывели форму в идеал. А это значит, что можно снимать слепок с этой формы и откатать порог из стекломата. Также в этой серии мы прикинем, во сколько нам обошелся проект на данный момент и сколько примерно он будет стоить в итоге. Зайдем на дром и посмотрим, что можно купить за эти деньги. Но обо всем по порядку. Порогами занялся Андрей. Первым делом разводим гель-коут. Это что-то вроде грунта, который наносится на разделительный состав. В нашем случае спиртовой разделитель. Как вы видите, он синего цвета и уже на своем месте. Следующим этапом на серый гель-коут кладем стекломат, который пропитываем полиэфирной смолой. И так несколько слоев. В итоге на следующий день мы имеем жесткую форму, снятую с пенопластовой модели. Остается всего лишь вынуть этот пенопласт и по форме откатать новенький порог, но уже из крепкого стеклопластика. Как вы поняли, что-то пошло не так. Дело в том, что на этот раз мы использовали непроверенный разделитель из-за проблем с поставками, а он совсем не разделяет, а такое чувство, что еще сильнее приклеивает модель к форме. В итоге операция, которая должна была занять пару минут, растянулась на 2 полноценных Андрея дня. Но имеем то, что имеем. Плюс 5 к опыту и минус 2 дня к жизни. Следующим этапом эти формы хорошенько промазываем проверенным воском, а дальше все по старой схеме. Гель-коут, смола и стекломат слой за слоем. Тем временем, пока Андрей занят порогами, Валера возится с передком. Мы потихоньку подходим к тому, чтобы заняться матрицей передних панелей, крыльями и капотом. В итоге этот уставший металл мы заменим свежим, легким и крепким стеклопластиком. Для этого снимаем декоративные элементы, подчищаем ржавчину и можно приступать к шлифовке. Поскольку вся эта краска очень сомнительно выглядит и в итоге может подкинуть сюрпризов, по максимуму, насколько это возможно, снимаем ее. И спустя каких-то 10 Валера часов имеем зачищенную поверхность, на которую можно накидывать килограммы шпатлевки и выводить форму. На данный момент постройкой Волгати мы занимаемся уже 10 месяцев, и все расходы составили чуть больше 40 тысяч долларов или 3 миллионов рублей. Для завершения проекта понадобится примерно столько же времени, и все это выльется уж точно не меньше, чем в 100 тысяч долларов или 7 миллионов рублей. Мне вот стало интересно, какую тачку можно было бы купить за эти деньги. Андрюха! По доброй традиции открываем Дром, так как это приложение номер 1 в России для покупки и продажи автомобиля. И вот вам небольшая подборка из более чем 500 тысяч честных и актуальных объявлений по всей России. К примеру, за эти деньги можно было бы купить Nissan 370Z или вот такую Chevrolet Camaro. Смотри, Андрюха, за 7 миллионов вот можно такую красотку Camaro было бы взять. Ого, а что не взяли? Ну все деньги сюда ушли. Также Dodge Challenger 2020 года или 612-ю Ferrari, а любителям фордов вот такой Mustang. Ну и конечно же Nissan GT-R. И практически все эти машины в максимальной комплектации. Как вы видите, тут есть из чего выбрать, поскольку на Дроме еще можно найти автомобиль по старым ценам, так как пока не все продавцы БУ машин подняли цены. В комментах я часто натыкался на вопрос, какое же лобовое стекло мы установим. Так вот, стекла таких нестандартных уникальных размеров делаются под заказ, но производство находится за 300 километров от нас, в нашем случае в Минске. И для того, чтобы дать мастерам точные размеры и форму, изготавливается специальная рамка. Берем профиль, замеряем проем, отрезаем нужный кусок, прогоняем через трубогиб, прикидываем, снова подгоняем и так много-много раз. Все это выглядит просто и быстро на экране, но по факту ушел не один Валера час, и все начиналось не так уж весело. В итоге рамка готова и была отправлена договариваться со стеклом.
В эфире радио «Лихой топор». Говорит Кой-8. У меня вопрос, как собираетесь менять колесную базу? Двигать придется весь подрамник. Да, было много вопросов, как же все-таки мы перенесли передние колеса. Мы упустили этот момент и толком ничего не рассказали, хотя работа была проделана огромная. Пару слов о том, как же мы все-таки перенесли наши передние колеса вперед на 15 сантиметров. Было много очень споров и дискуссий о том, как же правильно перенести нам переднюю ось и оставить машину по-прежнему ездабельной. В итоге ребята Дима и Саша с Унитаз Перформанс, огромное им спасибо. У ребят очень большой опыт по постройке спортивных машин дрифт-карчей. Им это не впервые, все сделали отлично. Ребята взяли весь подрамник с находящимся на нем мотором, коробкой, рулевой рейкой и всей передней подвеской, передвинули несущую конструкцию и подвинули вперед. Несущую, а бесстрашную! Только места для радиатора у нас теперь стало намного меньше, но это мелочи. Сделали новые точки крепления подрамника. Ребята, принеси стаканы. А проводку забыли. Раньше стаканы находились здесь. Все получилось как задумали. Для примера, вот пробовское крыло, где оно стояло раньше. Удлинили кардан. Хотели от газели, а получилось, что от дела пошло. Рулевой кардан удлинили. В комментах под предыдущей серией самые внимательные заметили интересную машину на нашей парковке. Так вот, я разместил объявление со своей машиной на дроме. Найти его можно по ключевым словам «Лихой топор». А для того, чтобы вы наверняка не ошиблись, я поставил цену 777 777 рублей, то есть много топоров. Скачать приложение можно по ссылке под роликом и глянуть, что же это за зверь.